Друзья, всем привет! Сегодня в обзоре поговорим об очень крутых гибридных наушниках от компании Meyer Audio стоимостью $209. И приходят они в совершенно обычной черной коробке. Здесь есть только название этой модели CKD62 и чуть ниже тонким шрифтом написано «Высокопроизводительные внутриканальные мониторы». А тут уже располагается график частотной характеристики этих наушников, а вот технические характеристики тут почему-то снова нигде не указаны. Но не переживайте, я их нашел. За звук в этих наушниках отвечает серьезная связка из двух динамических драйверов и 6 арматурных излучателей. То есть это уже такая очень уверенная и знакомая для всех уже база. А чувствительность составляет 108 дБ, и они получили сопротивление 29 Ом. И на раскачку эти наушники не сильно тяжелые, и для них без проблем хватит любых современных источников. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Инструкция по использованию, сертификат качества, очень хороший и вместительный фирменный кейс, наушники, набор разных амбушюр, тут есть как силиконовые, так и пенные насадки. Кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. Сюда можно поставить как обычный штекер на 3,5, так и балансный штекер на 4,4 мм джек. Наушники смотрятся, как по мне, отлично, они довольно крупные, полностью выполнены из темной смолы, а на лицевой части здесь имеется необычный рисунок из стабилизированной древесины и золотая надпись CKLVX. А тут уже расположен разъем 2 пин для подключения комплектного кабеля, а рядом есть отверстие для компенсации, а на внутренней части уже находится маркировка канала, левый соответственно правый, а звуковод тут у них металлический, довольно широкий и достаточно длинный, с защитной сеточкой и с очень четким бортиком для уже более лучшей фиксации амбушюр. Ну и сидят в ушах эти наушники очень хорошо и точно нисколько не хуже, чем предыдущие модели компании, как CKLVX D41 и Sliva SL41, а использовал я их с абсолютно разными амбушюрами, и со всеми все было отлично в плане посадки, звукоизоляции и удобства, и конечно звучания. В общем, можно использовать как комплектные силиконовые насадки, так и любые другие, какие только вы сможете найти. Да и комплектный кабель тут у них реально очень хорош. Менять его абсолютно никакого смысла нет. Он очень удобный и самое главное модульный. Можно поставить как балансный штекер на 4,4, так и обычный на 3,5, что просто замечательно. Ну а приобрести эти гибридные наушники вы сможете прямо сейчас на AliExpress в официальном магазине компании Meyer Audio, и здесь они еще будут по скидке ровно 8 дней, так как сейчас на AliExpress действует распродажа, поэтому успевайте приобрести эти наушники по более приятной цене. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат гибридные наушники Meyer Audio D62. Вот так выглядит и график частотной характеристики, и эти наушники имеют усиление низких частот на 8 дБ, буквально с плавнейшим переходом к области средних частот, а область верхней середины здесь получила усиление аж почти на 10 дБ, что на первый взгляд относительно низких частот кажется будто чересчур. Но поверьте мне, ребята, не в случае этих наушников уж точно, так как несмотря на график, все на слух звучит очень сбалансированно и уж точно не излишне вычурно и резко в этом диапазоне. А вот высокие частоты тут прям по-королевски хороши, они очень продолжительные и с правильно расставленными акцентами и небольшими ямками для компенсации, то есть в целом в плане тюнинга тут все отлично. Но давайте все-таки сравним эти наушники с Meyer Audio D41. Уверен, вам всем это очень интересно. И как по мне, Meyer Audio D62 увели уже в куда большую мониторность и техничность, и чуть более светлую сторону за счет более энергичной подачи в области верхней середины и высоких частот. Да и небольшое ослабление низких частот относительно Meyer Audio D41 тоже дало свои плоды, сделав звучание здесь еще
более свободным и открытым. Серединка тут прям легка и прозрачна в своей подаче, но лично мне наоборот нравится вот эта ровная мониторность, без излишней добавочной теплоты в вокальных партиях и инструментах. Да, может весомости здесь чуть поменьше, но любители такой вот подачи точно будут довольны. А для всех остальных есть по-прежнему тепленькие и более нейтральные Meyer Audio D41, а D62 это, как по мне, уже кое-что другое со своим особенным характером, о чем, впрочем, я сейчас поведаю вам более подробно. Низкие частоты в этих наушниках обладают буквально идеально выдержанным балансом отличной глубины и прозрачной четкости. Сабас очень уверенно уходит в самые нижние регистры, добавляя любым трекам необходимую основательность и вес, пускай чуть поменьше, чем в D41, но при этом, что очень важно, его звучание остается очень контролируемым и разборчивым, что позволяет различать мельчайшие детали и сохранять самую тонкую сатурацию и дисторшн даже в очень насыщенных партиях. А мидбас в этих наушниках отличается просто рекордной в этой ценовой категории скоростью атаки. Удары барабанов звучат крайне энергично, собранно и точно, но что еще очень важно, это затухание, которое здесь излишне не затягивается, поэтому бас не ощущается медленным и расслабленным, и на выходе мы имеем очень быстрый, хлесткий и динамичный басовый удар с отличным мидбасовым панчем, и это особенно заметно на треках с очень плотным и быстрым ритмом, где каждый удар остается четким и не теряется в общем миксе, а текстура баса передана с очень высоким уровнем детализации. Вибрации струн бас-гитары, ударная глубина 808 басов в хип-хопе, различные нюансы синтезированных басов в электронике, все слышно очень ясно и естественно. При этом я отмечу, что в этих наушниках низкие частоты не стремятся быть излишне доминирующими, оставляя необходимое место как раз для других частотных диапазонов и создавая на выходе сбалансированное и собранное звучание. И как по мне, именно такой подход делает бас очень универсальным, так как он добавляет и необходимых эмоций в электронной музыке и очень точно подчеркивает ритм в роке и сохраняет естественность звучания в акустических треках, что, например, для меня очень важно. А средние частоты в Meyer Audio D62 выделяются в первую очередь своей умеренной легкостью, шикарной прозрачностью и резвой добавочной энергичностью по сравнению с D41. И эти наушники звучат так, будто в звучании реально очень и очень много воздуха, и за счет этого инструментам и вокалам хватает места, чтобы буквально раскрыться полностью во всей красе, без какого-либо ощущения перегруженности, темноты или зажатости в этом диапазоне. Но я отмечу, что вот эта выдержанная легкость и прозрачность достигается как раз благодаря точной и измененной настройке этих наушников, так как нижняя середина здесь не перегружена излишней добавочной густотой, а верхняя середина наоборот чуть сильнее подчеркивает детали и микронюансы, поэтому в итоге мы имеем куда больше живости и эмоций при сравнении с D41, да и переходные процессы атаки и затухания звуков происходят тут куда быстрее и плавнее, что делает звучание бодрым, но при этом супер комфортным для длительного прослушивания. Да и детализация в этом диапазоне меня прям впечатляет. Вокальные партии звучат очень живо, тембрально достоверно и, что очень важно, очень разборчиво, с подчеркиванием текстуры голоса от бархатистости и вибрато в мужских вокалах до тончайших нюансов дыхания и интонации в женских. А в акустических инструментах, таких как гитара или рояль, слышно не только просто основную мелодию, но и нюансы взаимодействия музыканта с инструментом, например, небольшой шелест струн, поскрипывание клавиш или едва уловимый щелчок медиатора. И вот как раз добавочная воздушность в этом диапазоне придает средним частотам большую широту и ощущение пространства, где каждый элемент располагается очень естественно и правильно, не сливаясь с другими звуками, и это создает необходимый эффект присутствия, как будто вы сейчас находитесь в одном помещении с исполнителем. И отмечу, что вокальные партии в Meyer Audio D62 чувствуются особенно выразительными в сравнении с D41. Голоса передаются куда более объемно и эмоционально, будто это бархатный мужской вокал в джазе или кристально чистый женский, а композиции с плотными и множественными вокальными партиями звучат очень раздельно и структурированно, где каждый голос занимает свое четкое выделенное для этого место, добавляя широты и объема музыкальной сцене, которая тут, поверьте мне, очень даже не скромная.
И подводя итог, средние частоты в этих наушниках представляют собой гармоничное сочетание легкости, воздушности и практически рекордной детальности, что делает звучание естественным и увлекательным для любых жанров. И кому было скучно слушать D41 и не хватало вот этого добавочного драйва, энергии и эмоций, то вот, ребята, D62 однозначно ваш выбор. Ну а высокие частоты в Meyer Audio D62 можно охарактеризовать как более светлые, очень техничные и буквально гипервоздушные. Они добавляют звучанию необходимой утонченности и открытости, создавая ощущение просто бескрайнего простора и легкости. И отмечу, что вот эта светлость верхнего диапазона выражена тут очень деликатно, то есть высокие частоты не перегружены какой-либо лишней неприятной резкостью, но при этом эти наушники четко дают ощущение дополнительного такого блеска в этом диапазоне, что особенно заметно при прослушивании тарелок или струнных инструментов, где мельчайшие детали передаются буквально с изысканной ясностью. А техничность высоких частот прям удивляет своей точностью. Каждый звук от легкого шороха до резкого удара по тарелке воспроизводится с высокой скоростью и контролем. И как раз такая проработка делает музыку живой и динамичной, сохраняя при этом естественность в звучании без какого-либо кривого тембра. А прозрачность позволяет этому диапазону оставаться супер чистым даже в сложных и перегруженных треках, где музыкальные элементы не смешиваются друг с другом и каждый звук четко локализован и аккуратно вписан в общую звуковую картину. И мне прям нравится детальность в этих наушниках, так как из-за продолжительных и чуть более усиленных высоких частот тут слышны даже самые тонкие нюансы, будь то это послезвучие колокольчика, вибрации струн арфы или легкое дыхание исполнителя перед началом ноты. И вот именно эта способность к передаче микронюансов делает высокие частоты в этих наушниках очень информативными и насыщенными, что точно зайдет всем аудиофилам и любителям анализировать музыкальные композиции. И в итоге высокие частоты в Meyer Audio D62 поражают своей комбинацией светлого, техничного и аналитичного звучания с акцентом на прозрачность и детальность и глубокую аналитику. И как по мне, они просто идеальны для тех, кто ценит воздушность и богатство нюансов музыки. А звуковая сцена в Meyer Audio D62 удивляет своей широтой и точностью. Пространство ощущается очень объемным и даже хорошо организованным, что создает эффект присутствия в студии или даже концертном зале, а ширина сцены выражена особенно ярко. Инструменты и звуки четко локализованы в левом, в правом каналах, но при этом не теряется их центральное наполнение. Музыка звучит не в ушах, а как бы вокруг слушателя, создавая чувство естественного расширения пространства. Глубина сцены также проработана хорошо в миксах с несколькими уровнями звуков, например, в оркестровой или электронной музыке легко различить, какие инструменты находятся ближе, а какие расположены в дальнем плане. Это как раз и придает звучанию необходимую многослойность и реалистичность. А высота сцены на удивление присутствует, хотя может и не так ярко выражена, как ширина и глубина, но элементы в верхнем и нижнем регистрах слышны раздельно, что добавляет сцене объемности и не дает звуку сваливаться в простенький и плоский микс. Да и локализация звуков в этих наушниках очень точна. Каждый инструмент или эффект занимает свое место на сцене, будь то правый, левый канал или центральная часть. Это особенно заметно в треках с хорошим панорамированием, где можно буквально следить за перемещением самых мельчайших звуков, как перкуссия или остаточный шлейф и отзвук от барабана. И в целом звуковая сцена в Meyer Audio D62 впечатляет своей сбалансированностью и способностью передать сложные композиции с глубиной и нюансами. Она подойдет для всех жанров, от камерной музыки до сложной электронной или даже кинематографической оркестровки. А вывод у меня получился таков. Meyer Audio CK-LVX D62 на мой вкус это шикарные внутриканальные гибридные мониторы с заметно так подросшей техничностью и аналитикой и с еще большим акцентом на различные микронюансы и прослушивание самых мельчайших деталей, от подробных текстур голосов и инструментов до самых длительных послезвучий. И безусловно стоит сказать, что CK-LVX D41 были хорошими наушниками с теплой и очень сбалансированной
сконцентрированной подачей, но как по мне D62 является буквально еще более прокачанной версией, что называется, на максималках и точно сконцентрированной на самом точном и тембрально достоверном прослушивании для всех аудиофилов. И от себя эти наушники без всяких сомнений я рекомендую к покупке. Это буквально настоящие универсалы в своей подаче, которые точно придутся по вкусу многим. Ссылка на покупку этих наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, всем удачи и пока!